Хорошо, что великим японцам афемок. До Японії їх слова даже не дойдуть, не переживайте. Японцам бы слушать мнение людей, которые живут знает где. Как говорится, собака лает, а в Японии вообще не понимают их языка. Да всем японцы даже внимания не обратят на этих деграднутых. Да японцам вообще в Японии патриархат и дискриминация баб есть, так что им миллион. Вот только все забыли, что героя щита спонсируют американцы. И это только начало восхождения героя Куколда и сильной независимой рабыни в поисках потерянных вершин. Первый сезон закончился. А значит, пора пройтись по главным проблемам экранизации. Цензура, изменение характеров персонажей, перерисовка чуть ли не половины всего аниме с нуля. Но это не означает, что экранизация Героя Щита не оправдала ожиданий. А если бы не компания Crunchyroll, мы бы и вовсе не увидели Наофуми и Рафталию на экранах. Ведь именно они выступили главными спонсорами экранизации после того, как правообладатели Кадакава целый год ничего не сообщали о состоянии аниме. Так что если вы хотите поддержать выход второго сезона Героя Щита и многие другие тайтлы, лучший способ это начать смотреть аниме официально, в полноценном разрешении и в день выхода серии на сайте Crunchyroll. Или через приложения, доступные на всех платформах. Подписка для СНГ стоит 300 рублей, но и бесплатно можно попробовать, перейдя на сайт по ссылке. Лично я не могу проигнорировать сайт, где Джоджо в почете. Да и вообще, поговаривают, что есть сайты, где нет Джоджо. И ведут они себя, мягко сказать, по-заднему. Такое мы не уважаем. Не уважаем прогибание своих интересов под чужое мнение, что и случилось после второй серии Героя Щита. Но из первой серии было понятно, что в рейтинг PG-13 сложно уместить рабство, темы изнасилования и гнобления, пытки детей и крепкий мат. Поэтому первая серия получилась неплохой, но стерильной. Цитрусы приняли четкое решение экранизировать мангу, немного сглаживая углы и сделав историю менее озлобленной. Почему именно мангу? Тут даже особо углубляться не нужно. Автор сценария везде – Анека Юсаги. Но до манги было ранобэ. А до ранобэ была веб-новелла по щиту. А так как для Анека это стала первая большая работа, свои ошибки она исправляла, переходя на новый формат. И манга является финальным видением истории. Из того, что изменили в первой серии, это очередность событий, например, знакомство с продавцом брони. В манге к главному герою ворвались, а не он сам встретился с охраной дворца. Да и когда его обвинили в изнасиловании, парень рвал и металл, за что его силой вышвырнули. А здесь он ей доверился, но она его предала. И теперь она с другим, красивым, накачанным. Смотри, унижайся и уйди сам. Не тайная жизнь Куколда. В кино с 8 марта. Что на самом деле странно в первой серии, это последние минуты. С ними что-то не так? А ты сам сравни. Я понял, тебе нужно отдохнуть. Ты правда этого не видишь? Не видишь что? Ну да, отличается. Но они же не должны сцены из манги покадрово экранизировать. Приблизь центр. Еще сильнее. Это что, блять, ссылка? Перейди. Ты ведь не хочешь сказать, что у них эти кадры были еще в 17 году? Бинго! И зачем они все перерисовали? Хороший вопрос. И ответ на него за 2 недели до выхода аниме, когда в Америке прошел закрытый предпоказ первой серии. И, видимо, уже тогда было понятно, грядет буря из оскорбленных, сильных и независимых. Многого изменить не успели. Тут лицо, там лицо, но это не особо что-то изменило. Такого обсуждения аниме на старте не было никогда на моей памяти. Если смотреть сейчас, это был хороший пиар. Но тогда в студии абсолютно не понимали, что им оставлять, а что убирать. И экранизация Героя Щита взяла четкий курс уменьшения любой агрессии в сериях. Если мы можем это вырезать, режьте. Наверное, под таким лозунгом создавались последующие эпизоды. Там, где в манге Рафталия была в ужасе, в аниме немного испугана. Небольшие признаки яндеры у персонажа полностью убрали, а все, что может отталкивать, упрощено, как нанесение печати или дизайн Цербера. И да, это не помогло. Смотря третий эпизод, было полное ощущение, что он переделывался с нуля. И здесь уже прошлись по Наофуми. Упустим тот момент, что главный герой полсерии бегал как угорелый от зомби, пока его не спасла Рафталия. Зачем вы вырезали единственный момент, где Наофуми искренне улыбается? Не говоря уже о его реакции на ту же самую броню, которую у него украли и отдали копью. Хотя знаете, нет, не упустим. Эй, Цитрус, куда все это делось?
Да и вообще, здесь не только в цензуре странная ситуация. Вот, например, Рафталию уводят от Наофуми. Все как полагается, закрыли рукой рот и утаскивают. Вот только в оригинале ей накинули повязку на рот и схватили сразу несколько стражей. Вы определитесь уже, у вас женский пол сильный или слабый? Что нам делать в этой сцене? Нужно, чтобы ее связали несколько мужчин. Это будет выглядеть как домогательство и доминация патриархата. Тогда один мужик. Она что, настолько слабая, что не может дать отпор одному мужчине? Я не знаю, я всю жизнь рисовал нимф и труси. Что ты хочешь от меня? И, конечно, финалом бреда стала концовка 4-й серии. Она была превосходна. Фантастическая музыка, самокопание главного героя удлинили, сцену после сражения расширили. И все это, чтобы вырезать невинный поцелуй героев. Задумайтесь, они растянули все, что можно, придумали фраз, которых никогда не было, написали саундтрек, нарисовали новые локации. И все это, чтобы какие-то неадекватные люди на другом конце планеты не сказали что-то плохое об этой сцене, которую многие считают лучшей. Ведь за буквально 3 страницы у героя появилась будущая спутница Фира. Он наконец-то почувствовал вкус еды и показал свои эмоции Рафталии. Да что с вами не так, цитрусы? Вы даже могли бы это показать в начале 5-й серии. Вам бы никто и слова не сказал после той музыки. Но с 5-й серии начали резать еще усерднее. Начиная от шутки, как выросла цена Рафталии, до проявления ревности. Они даже трубку убрали. Да и в конце серии главный герой должен был отвезти Фира к работорговцу, и та, моля его не оставлять ее там, приняла бы человеческий вид. Но здесь это просто случилось, вот потому что. А тем временем Фира делали все менее наглой, Рафталия все меньше проявляет эмоций к Наофуме, а сам Куколд только и может что терпеть все, что ему скажут сделать, не имея своего мнения. И вот она, 7-я серия. Абсолютный фан-сервис, чтобы у создателей было больше времени для ключевых серий. Но здесь был самый важный момент за весь сезон. У Рафталии все-таки есть сиськи. Да, до этого многие говорили, что они тоже были. Свидетели сисечные. Они еще с волчицей ищут соски там, где их нет. Но сейчас нам их реально показали. Правда, потом они опять куда-то пропали. Еще столько вопросов и так мало ответов. Оставайтесь здесь, вернемся сразу же после рекламы. У вас есть свой куколд? Появились деньги, и вы не знаете, что бы ему купить? Подарите своему куколду маленький молоточек. Такой же маленький, как и его. Он особенно обрадуется, если у него таких целый ящик. Уже к 8-й серии негатив в сторону аниме улетучился. И это заметно ослабило давление на студию. Да, все еще были спорные моменты, как дизайн щита гнева или бой 3D-курицы против 3D-динобота. Это нужно крутить вместо Годзиллы 2, я вам отвечаю. Но в целом, сюжет перестали адаптировать под третьи лица, а какие-то эпизоды цитрусы начали расширять диалогами и моментами из ранобэ. Что есть хорошо. Но давайте попинаем еще немного нашего Куколда. 11-я серия. Сражение против волны. В манге Наофуми, понимая опасность ситуации, сам использовал щит гнева. В аниме ему на это дала разрешение Рафталия. Когда их нашел граф, в манге Наофуми защитил Рафталию от плетей, которых та боялась. В свою очередь, Рафталия переборола страх перед графом и сама пронзила его мечом и выбросила из окна, намереваясь убить. В аниме Куколд смотрит, как Рафталию избивают плетью и уговаривает не убивать графа. Но граф-то должен упасть по сюжету из окна. На помощь приходит случайность. Ну и последняя странная цензура перед финалом. Дырки. За священника спасибо. Но вот когда рыбу, по идее, должно было превратить в решето, та осталась прежней. Смешно, что ранее сам герой заявлял: монстры в этом мире не исчезают, как в игре. Но когда его добила женщина, правила резко изменились. Итог. Рыба 1, белый мужчина-натурал 0. Приоритеты цензуры здесь поистине ужасающие. 21 эпизод логически заканчивает историю до выхода 2-го сезона. Но как и все, что было до этого, цитрусы смогли сломать то, что и так работало хорошо. В оригинале королева баба с яйцами и холодной головой при первой же встрече склонилась на колени перед главным героем. Но вот на желание Наофуми казнить принцессу и короля ответила отказом и предложила менее радикальные, но более жестокие наказания. В свою очередь, сам Наофуми по итогу выбрал правильное для себя решение, о котором не будет жалеть, ибо смертную казнь назначил сгоряча. В аниме у нас баба с суицидальными наклонностями и герой сёдзе драмы. Куколдище! Итог. Могло быть лучше. Все могло быть лучше. Кроме Арифуреты. Читайте мангу Героя Щита под музыку из аниме.